Всем привет! Сегодня на канале обзор новинок фирмы Bronco. Советский истребитель МиГ-15 и МиГ-15 БИС в 48 масштабе. Кто не знает, Bronco – китайский производитель. В основном специализируется на моделях техники в 35 масштабе. Но иногда и выпускают чудесные модели и авиации, в том числе и этих моделей. Данные модели уже есть в ассортименте нашего интернет-магазина Я Моделист. Стоимость их одинаковая – 2580 рублей. Как вы уже, наверное, поняли по боксарту, то в наборе модели представлены окрасы на ВВС Корейской Народно-Демократической Республики. Период Корейская война 1950-53 годов. Ну и уже пора открыть коробку и посмотреть, что там внутри. В наборе небольшое количество деталей. Всего 3 литника пластика и 1 литник с прозрачными деталями. На данном литнике основной это, конечно же, фюзеляж. Вернее, 2 половины фюзеляжа. Сразу хочу отметить качество. Прекрасно отлитые детали. Отличная расшивка. Имитация клепки. Пластик очень мягкий. Думаю, что его будет очень легко обрабатывать. Колеса не распилены на половины, а даны одной деталью, что просто великолепно. Без имитации нагрузки. Есть надписи на бортах резины. А с нагрузкой высокодетализированные колеса выпускает уже фирма Amori. Также стабилизаторы, стойки шасси, все даны на этом литнике. Литник номер 2. Крыло. Посмотрите на детализацию. Элероны, как и закрылки, даны отдельными деталями и очень сильно проработаны. Как проработаны и ниши шасси. Даже имитации проводки присутствует. Все на высоте. Базовый вариант МиГ-15 выпускался с двигателем РД-45. МиГ-15 БИС вариант с двигателем ВК-1 и некоторыми другими изменениями в конструкции. Сравнил я 2 набора, проверил все литники, отличий в наборе не нашел, кроме естественно инструкций и декалей. Поэтому детали второго набора показывать вам смысла не имеет совсем. А тем временем третий литник. Подвесные топливные баки, кресло пилота, приборная панель, заднее колесо, тоже отлично проработано. Тормозные щитки, все здесь. Ах да, а фирма Айрис, чешская фирма, выпускает выхлопное сопло для МиГ-15. Так же как и колеса без нагрузки. Искал я также и по моделям МиГ-15 в 48 масштабе и у других производителей. И нашел. Трампотер, МиГ-15 БИС и МиГ-15 УТИ. Так что наборы Bronco совсем не эксклюзивные. Интересные, конечно, но не эксклюзивные. А тем временем литник с прозрачными деталями перед вами. Геометрия фонаря простая, поэтому можно справиться и без окрасочных масок. Но если бы я собирал эту модель, то все равно приобрел бы. Минут 30-40 времени сэкономил бы. А вот теперь самое интересное. Декаль. Вернее, 2 листа декалей. Конечно же видно, что декаль дана на несколько вариантов окраса модели. Но блин, а где же советские звезды? Их нет. И это очень неприятно. Придется ждать выпуска декалей у других производителей. Приборная панель в наборе также дана декалью. А вот по этому листу мы вернемся в инструкции. Инструкция. Она цветная. Печать на глянцевой бумаге. Язык английский. Все очень подробно.
Переводить на русский в принципе и не обязательно. Там нечего переводить. За исключением небольшой исторической справки по самолету. Все хорошо. Но есть одно но. В инструкции дан всего один вариант окраса. Это МиГ-15, бортовой номер 2249, китайского летчика Ван Хая 1953 года. Данный самолет сейчас представлен в Китайском авиационном музее. А больше вариантов-то и нет, а в декалях есть. Вкладки тоже нет. Я проверил в низких наборах, а на бортах коробки тоже только один вариант. Здесь для меня это осталось загадкой. Декаль из второго набора. В принципе, все то же самое. Отсутствие советских звезд. Только звезды КНДР. Ну и вторая инструкция. Здесь все то же самое, за исключением схемы окраса. И здесь дана на МиГ-15, бортовой номер 079. Как вы думаете, кого? Ну, конечно же, летчика Ван Хая. Да-да, и снова Ван Хай. Но уже 1951 года. И также нет больше никаких альтернатив. А жаль. На этом все. Данные модели уже есть в наличии в нашем интернет-магазине Я Моделист. Ссылки будут в описании. Вам большое спасибо за просмотр, оставляйте комментарии к видео, задавайте вопросы, всегда с радостью на них отвечаю. Ваш Я Моделист и Виталий Новиков. До встречи!